Дмитрий, в медийном пространстве постоянно в последнее время очень активно обсуждается, что в российских верхах не все в порядке, не все так гладко. И недавно «Медуза» выяснила, что Путин очень боится усиления генералов, и именно поэтому нет каких-то ярких их представителей в рамках этой войны. Вот верите ли вы в то, что действительно возможен, я не знаю, какой-то заговор, который в итоге приведет к свержению Путина или какому-то более его мягкому отстранению от власти, и в итоге именно это закончит войну? Пока ничто не говорит о заговоре. Я думаю, что выстроена идеальная система путинская вертикальная за эти долгие годы, которая держится на страхе. Не будем забывать, что Путин — это не просто Путин, за ним стоит Федеральная служба безопасности, ФСБ, со всем карающим аппаратом, а также Росгвардия, а также еще там дофигища этих структур. Их хорошо оплачивают, эти структуры. Очень хорошо. Путин понял главное. Денег-то у нас много, так давайте достойно оплатим тех, кто нужен нам для того, чтобы мы твердо стояли на ногах. Это и российская агентура за рубежом, безусловно, щедро оплачиваемая. Это и штыки, на которые опирается путинский режим. Поэтому генералы, да, они все повязаны кровью, они все повязаны. Путин искусно вяжет их в лучших традициях мафии. И опять-таки третий раз вспомню заседание Совета Безопасности России перед вторжением в Украину. Он их вязал кровью заранее, причем на глазах у всех. Он юрист, и он прекрасно понимает, как нужно действовать. Поэтому он показал, смотрите, это не я один принял решение, это коллективное решение. И вот люди, которые, он каждого заставил высказаться, и вот люди, которые это поддержали. У нас коллективные решения принимаются. А люди эти все подвешены за яйца, а у кого нет яиц, подвешены за бюстгальтеры, за что-то другое, не знаю. У каждого есть грехи, каждый имеет какие-то украденные бабки, какие-то преступления, и всем все, ничего не забывается. И поэтому они, это классический пример мафиозной, закрытой мафиозной структуры, которая руководит в данном случае огромной страной. Поэтому я не верю в заговоры. Я думаю, что Путин... Я не верю, кстати, и в болезнь Путина. Смотрите, он нормально выглядит, нормально говорит связно, хорошо себя держит. Мы просто часто желаемое выдаем за действительное. Вот смотрите, он в стол вцепился, значит, у него Паркинсон. И вообще рак у него, посмотрите, он скоро умрет. Да нет, он живой, здоровый, мозги работают нормально, на лице ни тени печали. То есть актер прекрасный вдобавок. Я думаю, что сделать так, чтобы этого подлеца не было в Кремле, могут только вооруженные силы Украины, снабженные новейшим западным вооружением. В заговоры не верю. Вот тут я, к сожалению, с вами согласна. Путин действительно цветет и здравствует, и вряд ли в ближайшее время покинет нас вот таким способом, на который мы все надеемся. И постоянно он делает какие-то заявления. Вот недавно сказал на прошлой неделе, что в Украине еще всерьез ничего и не начали. Ну, что-то в духе потенциал у России большой, и как бы есть еще куда стремиться. И вот это воспринимается вами как какое-то серьезное заявление амбиций и угроза, или это очередное бахвальство? Вы знаете, я давно его уже не воспринимаю, он смешон. Этот дедушка уже смешон. Над ним уже весь мир смеется. Это раньше все думали, боже, что там Путин, армия за ним. Посмотрели на эту армию. Мы посмотрели на эту армию. Это сборище больных и нищих, мародеров, насильников, палачей. И вообще это чучело какие-то, которые пришли к нам на каких-то старых советских танках, БМП, БТРах. Это вообще это не армия, это говно. Поэтому слова Путина уже никто не воспринимает всерьез. Россия, он говорит, ничего не начинала, передаю ему привет. Украина еще ничего не начинала. Поэтому что еще он может показать? Мы уже все видели. Ядерное оружие показать, ему китайцы первые покажут и расскажут, стоит ли применять ядерное оружие. Все остальное, ну, подождите, посмотрите, как хаймарсы работают. Скоро заработает остальное. Будет весело.